Привет, 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 песеры, с вами Морж, и, как я и обещал, прокачка эпиков, которых можно было поймать на халяву. Сегодня нам дали бесплатную круточку, я уверен, что некоторые ребята уже поймали, завтра дадут бесплатную, и, в общем, так 11 раз. Так что достаточно много людей этими эпиками обзаведутся. Поэтому я считаю, что прокачку их, явно нужно было дать. Напоминаю, что все полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии, мой телеграм, где я публикую новости, моя личка в Телеграме, если тебе нужно задонатить на мобилочку с российских карт, и чат по eFootball, где куча народу и куча единомышленников. Но сначала я хочу буквально минуту вашего времени потратить, потому что вопросы продолжаются, сколько я бы не повторял. Вот почему Де Йонг 104-й, а в игре не показывает, и так далее, и так далее. Знаете, удивительно, комментариев, когда Месси из 100-го стал 102-м в игре, то есть, когда прошло вот это обновление, вообще не было. Все такие: о, класс, он теперь 102-й. Но статы, ребят, не поменялись. Но при этом в игре начало показывать 102. В чем проблема? Да в том, что Konami все еще никак не может, а может они даже этим и не занимаются, не могут настроить систему, которая правильно просчитывает рейтинги. Ребята с eFootball Hub, которые сами на своем энтузиазме все делают, это могут просчитать, а Konami, собственно, не могут. Ладно, давайте посмотрим по Де Йонгу. Буду сравнивать я его с Беллингемом. У нас как раз его жесткая карточка была, и он как раз у нас жесткий центральный полузащитник. А где его карточка, которая... Ага, вот она. Вот она, его карточка Showtime. Кидаем ее в сравнение с Де Йонгом. И, собственно, у Де Йонга прокачка у нас и так стандартная. По Беллингему нажимаем максимальный уровень и обоим закидываем сыгранность. Так, эй, а что оно не хочет закидывать? Ладно, сыгранность оно что-то не хочет закидывать. Я вот клацаю, оно не закидывает. Ну ладно. В общем, даже без сыгранности. Вот смотрите, 97-я карточка и Де Йонг. Скажите, кто из них на позиции центрального, напоминаю, центрального полузащитника будет лучше? Да, Беллингем лучше в отборе, лучше в скорости, немножко лучше в балансе и немножко лучше у него корпус и выносливость. Зато посмотрите, насколько бонусы у Де Йонга. Контроль, дрибла, удержание, пас, реализация, штрафные, это можно вычеркнуть, подкрутка, игра головой, умение защищаться, вовлеченность в защиту, подкаты. Вот именно поэтому эта карточка будет выше. То есть, по сути, Konami берет, когда она меняет позицию игроку, она берет игрока на первом уровне с теми статами, которые у него и так уже были, и накидывает дополнительные статы, чтобы подогнать его под нужный рейтинг на позицию, на которую его переставляют. То есть, по сути, мы взяли центрального полузащитника, Де Йонг уже у нас ЦПЗшник изначально, и просто накинули ему еще защитных статов, там, плюсу всякие игру головой и так далее. Вот таким вот образом это все и происходит. Вот вам просто банальное сравнение. Именно поэтому Де Йонг с сыгранностью 104-й по факту будет на поле. Так что, если вы его не поймали, советую вам его поймать. Вот такое небольшое лирическое отступление, просто действительно, когда в каждом видео об этом спрашивают, и иногда голова пухнет, просто действительно не хочется каждый день по 30-40 раз, не знаю, повторять одно и то же. Такие комментарии я стараюсь вообще пропускать. Ну и переходим к эпикам, которых можно было получить на халяву. Давайте начнем с Диды. Мне понравился этот вратарь. Стоял он у меня достаточно много. Матчей 100 я точно с ним отыграл. Хоть я и не любитель атакующих вратарей, но Дида стоял очень-очень годно, и я им был доволен. У него отличный рост, у него хорошие вратарские статы. Здесь можно использовать абсолютно автоматическую прокачку. Сыгранность он будет 98-м. Есть у него 3 навыка. Добиваете ему вратарские навыки. Их всего там 4, по-моему, если я не ошибаюсь. И вот у вас вратарь, который будет, по крайней мере, если он будет стоять как у меня, то вы им будете абсолютно довольны. Дальше у нас Коул, который Энди. Жалко, что... да, что-то я Коул написал как-то очень по-странному. Энди Коул, жалко, что не Эшли Коул, я бы с удовольствием его увидел в виде левого защитника в нашей игре. 3 варианта у него есть. Иконик бывший 91-й, легенда 90-й и вот 94-й сейчас. В принципе, они неплохо себя показывали, Коул и Йорк, в 21-й части. А вот в 23-й, 24-й, сразу выделяем, да, стиль охотник за голами хорошо, отличное умение атаковать, отличная реализация, отличное ускорение. Но при его росте 175, мне кажется, у него нехватка баланса. То есть, смотрите, дрибла у него не особо, паса у него нету, баланса у него тоже, тоже не особо.
У него есть ускорение, у него есть реализация, и у него есть умение атаковать. Да, тут не все так печально, как у того же Инзаги Бигтайма, вот. Но тем не менее, есть кое-какая сила удара, есть и игра головой, но опять же рост невысокий, и насколько хорошо он будет это все делать, я, если честно, немножечко сомневаюсь. 2-2 слабая нога, ну допустим, хорошая физическая форма, двоечка. По навыкам, даже 10 навыков ему, к сожалению, не нарисовали. Здесь у нас акробатика, удары с подсечкой, боевой дух, удар без подработки, само собой, игра головой, пас в касание, подкрутка шведкой, удары по восходящей. Чтобы ему можно было добивать, боевой дух есть, удар без подработки есть, это основные навыки, так сказать. Ну, боевой дух вообще всем, удар без подработки. Я бы, на самом деле, поймал ему что-нибудь типа суперзамены. Вот мне кажется, что он может исполнять ту же функцию, которую исполняет и Инзаги, если ему поймать суперсаба. Вы выпускаете после 60-й минуты, и с таким умением атаковать, реализацией и ускорением он будет неплохо себя показывать. Вот. Подкрутки особо нет. Можно, в принципе, было бы добавить дальние удары. Сила удара позволяет, 84. По восходящей есть удары, да, можно удар подъемом добавить, например. Финты я бы никакие ему, естественно, не добавлял, зачем они ему нужны. Да и все, наверное. И все. Я бы его, постарался использовать как суперзамену, если, конечно, будет вариант поймать у вас такой ему навык. Дальше 5 арсенальчик. Давайте смотреть. Тоже 3 варианта у нас его. Вот он появляется. Есть 89-й и 90-й с прошлого сезона. Ну, не сказал бы, что я когда-то был от него в восторге. В 21-й части он был хорошим опорником, но не более того. Плюс тут еще и стиль от штрафной до штрафной, сами понимаете. Для опорника это не лучший выбор. Для опорника лучший выбор якорь. Значит, автоматическая прокачка, командный стиль. 97. Паршивейшая слабая нога, стабильная физическая форма Зергут, по защите Зергут, сила удара отличная, пас низом, пас навесом, все окей. Даже бегает более-менее для опорника-та, ну тут стиль штрафной до штрафной сказывается. 12 тут идет в защиту, 4 в корпус, 8 в скорость, 4 ускорения, дрибла и 8 в пас. Да, по автоматической прокачке я вполне себе согласен. Значит, по навыкам, что у нас здесь интересного, удары с подсечкой. Ладно, допустим, проброс между ног с разворота, перехват, низкий пас навесом, опекун, пас в касание, подкрутка шведка, одиночный контроль, пас на ход и подкат. Да, сейчас я достану мои записи. Где тут мои записи? Где тут мои записи? Что у нас тут вообще по навыкам и что можно ему добавлять? Значит так, по защите, перехват, опекун, подкат у него есть, да? Боевой дух, понятное дело, акробатический вынос вполне себе пойдет, верховое главенство вполне себе пойдет, блокировщик, это если мы усиливаем ему защиту. Если усиливать ему помощь в атаке, пас у него крайне хороший есть, низкий пас навесом есть, пас касания есть, пас на ход есть, пас в разрез стоит ему добавить, пожалуй. Точность подач, пожалуй, тоже я бы ему добавлял. Вроде как написано, что с одной стороны это влияет только на точность угловых, с другой стороны, мне кажется, с навыком точность подачи игроки все-таки раскрывают себя чуть получше. И удар, в принципе, на удар его можно тоже прокачивать, если он, конечно, ну, в принципе, от стиля он будет подходить к штрафной площади, поэтому дальние удары. Подкрутки, конечно же, не трогаем, потому что подкрутка 62, у него еще и подкрутка шведка есть, с подкруткой 62, я представляю, какое это уродство будет. Значит, дальние удары, удар без подработки вряд ли ему нужен, вряд ли он у вас будет выходить именно на ударную позицию спаса. Удар подъемом, вот что-нибудь такое. С подсечкой у него есть, а вот что-нибудь типа наклбола я бы ему добавлял, и думаю, он неплохо себя бы показал с этим навыком. Дальше у нас фигу, Луиш. Луишек, 5 версий у нас его, есть от Интера, но у нас реальский, и у нас реальский вот этот, который 96-й. Кстати, а у нас был еще реальский 94-й, да? Или... это карточка, которая с самого старта 23-й части, 22-й части, я понял. Когда они еще не придумали эпиков, когда они еще как бы выпускали икоников. Ой, конченые, конечно, Konami. Ну и вот, да, и от Интера он тоже в таком, в легендарном варианте. Значит, это первый его эпик.
По позициям, может быть, он натянутым форвардом, атакующим полузащитником. Кстати, именно для АПЗ, ППЗ и ЛПЗ он подходит больше по сумме стат. Но у него стиль, который не будет работать на правом и левом полузащитнике, как и на атакующем полузащитнике. Но при этом я бы все равно качал его под АПЗ, честно, ребят. Для правого нападающего он слишком медленный. Вот смотрите, мы кидаем максимальную прокачку, мы кидаем, естественно, соточку командного стиля. Ну, не знаю, да, дрибла, умение атаковать и пас, и реализация вроде есть. В принципе, нормально, в принципе, пойдет. 99-й правый нападающий, он у нас получается. Но я, если честно, бы качал его под АПЗ. Давайте перезагружаем, максимальный уровень. А чё оно так? Всего-то 97-й? Серьезно? А чё так слабо? Он же вроде на АПЗ, наоборот, должен бонус получать. Я чё-то не понял. Это либо ошибка какая-то в приложении. Ну, вроде не должно быть. Ладно, оставим правым нападающим. Тут он у нас 99-й. Итого, 4 идет в удары. Реализация, естественно, ему нужна. Подкрутка ему нужна. 4 в пас. Пас вполне себе неплохой для правого нападающего. 12 дрибла. Вот опять же, почему для правого и левого нападающего основной стат дриблинг? Я не понимаю. 8 в ускорение и 8 в скорость. Ох, так, ну, естественно, здесь ничего не идет в защиту, естественно, ничего идет в корпус, ничего не идет в корпус, хотя корпус 72 у него кое-какой, так сказать, есть. Паршивая слабая нога, паршивая физическая форма. Ну, наверное, так бы и оставлял, да. Так бы и оставлял, в принципе, хорошая универсальность у него по полю, правда, не везде будет работать стиль. По навыкам проброс, удар без подработки, дальние подкрутки, марсельская рулетка, пас в касание, подкрутка шведка, точность подачи, ножницы, одиночный контроль, пас на ход. Боевой дух добавляем. Добавляем удар без подработки, он ему явно пригодится, сила удара, кстати, неплохая. Дальние подкрутки есть, можно еще добавить дальние удары. Марселька у него есть, в принципе, для обыгрыша пойдет. Пас на ход, пас касания у него есть. Пас в разрез ему можно добавить. Слепой пас ему можно добавить. И, в общем-то, карточка будет более-менее. Но меня, конечно, смущает не слишком хорошая физическая форма. Вот мне это прям не очень нравится. Ну и последний у нас легендарный для меня, если честно, игрок. Я когда-то уже рассказывал. Дель Пьеро была моя первая футбольная форма. Мне ее бабушка на день рождения подарила. Причем это была третья форма Ювентуса, серая такая, полностью серая, с гетрами, с всей фигней. Да, когда-то давно это было, настолько давно, что почти уже и неправда. В чем прикол Дель Пьеро? Мне он не нравится из-за стиля, конечно же, классическая десятка, то есть это статичный форвард. И опять же, читая даже описание в игре, мы читаем, что это плейбейкер старого типа, который раздает великолепные передачи. Смотрим на передачи, пас низом 71, пас навесом 69, пара-пара-пам, все. Вот все, что нужно знать о том, как Konami раскидывает статы. 2-2, слабая нога, плохая физическая форма. Это очень-очень-очень плохо. Очень-очень. Я бы, на самом деле, качал его по центрального нападающего. Я его на центральном нападающем, на самом деле, использовал. Пусть потери рейтинга, вообще плевать. Зато на центральном нападающем стиль этот гребаный не работает. Что прекрасно. 12 идет в удары, потрясающая реализация, штрафные и подкрутка. 4 в дриблу, ладно, допустим. 12 в ускорение, баланс 99 вообще конфета. 4 скорость пойдет и выносливость 83 есть. И 4 в корпус идет у него. На самом деле корпус я бы снимал. Потому что, ну, это несерьезно, так сказать. Какой тут нафиг корпус. И при этом эти 4 стата я бы закинул ему в пас низом и пас навесом. Получился бы у меня по факту 98-й центральный нападающий. Да, пас немножко страдающий, но при этом реализация топища, умение атаковать почти топища, подкрутка супер топища, ускорение супер топища, баланс супер топища. Именно использовать его как максимально ловкого форварда на острие атаки. Плюс еще и какие-никакие передачи отдать сможет. По навыкам. Акробатика, проброс, удар без подработки есть хорошо, игра пяткой, дальние подкрутки, дальние удары, марсельская рулетка, слепой пас, ножницы, пасы в разрез. Пас в касание, пас на ход, слепой пас есть, это хорошо. Боевой дух я бы ему еще добавлял. Что у него там по силе удара? 84, ну, неплохо. Подкрутки. Дальние подкрутки у него есть, а вот подкрутки шведкой у него нет, а слабая нога не самая лучшая. Поэтому подкрутку шведкой тоже сюда же можно дописать. Остальное чисто по вашему желанию. Возможно, вам не нравится марсельская рулетка, вы там хотите двойное касание или еще что-нибудь в таком роде. Ножницы я вообще не знаю, ни разу не видел, как этот финт используют. Вот как-то так. Пробежались мы по всем.
Надеюсь, вам выпадают эпики за бесплатные попытки, по 11 попыток у каждого, 50 игроков. Ну, достаточно много людей все-таки их поймает. И я, конечно, вас всех поздравляю. Не надеюсь, что мне вообще, в принципе, что-то выпадет. У меня что-то в последнее время с удачей прям печально, прям очень-очень. Пиши, выпало, не выпало, прокачивал, не прокачивал, нужны такие советы, не нужны такие советы. В общем, любой фидбэк — это очень даже хорошо. Полезные ссылки в описании, в закрепленном комментарии. Завтра откроем эпиков Баварии, конечно же. С вами был Морж. Далеко не разбегаемся. До новых встреч. Пока.